И всем привет! Вы на канале Польза стримы, меня зовут Саня, здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. Сейчас я стримлю впервые с MacBook и впервые стримлю с iPhone. Что это значит? Это значит, что я снимаю вот это вот на iPhone. Общаться мы будем по поводу ROG Phone 9, притом это Tencent версия, вы как можете наблюдать, у меня идет обновление ее. И что это значит? Это значит, что после того, как он обновится, мы сможем его протестировать. Протестировать в чем? Стандартно посмотрим, сможет ли он выбить 3 миллиона баллов в Antutu, в чем я сильно сомневаюсь. Мне кажется, он их не выбьет. Это раз. Второй момент, что он должен сделать у нас, это более-менее отыграть нормально в играх. И вот сейчас у меня камера, по сути, будет веселиться. Я первый раз на айфоне снимаю, и, наверное, нужно будет ее каким-то образом разблочить, потому что каждый раз, когда я отползаю, она заблочивается. Вот. Не забываем прожать лайк, не забываем написать комментарий и написать, нужно ли вам еще такое, потому что мне пришло уже 11 смартфонов. Из них примерно 11 вам будут интересны, и все их мы с вами можем благополучно прожаривать. Вот таким образом вам придется каким-то чудом каждый раз скачивать операционную систему обновленную на, если вы будете покупать вот этот вот Zenfone, допустим, по-моему, по ссылке, 5 секунд, я вам сейчас скажу. Это тоже Tencent версии, потому что глобалки стоят космос. Tencent версии стоят более-менее адекватно, и больше 100 тысяч отдавать не хочется. Но мы с вами в первую очередь для чего собрались? Для того, чтобы пообщаться. Я безумно всем рад. Кларк, Константин, Красава, Серж, Джокер, Сергей Герасимов, Юрий Матвеев, Михаил Ермаков, Рамзес, Елисеев. Всем огромное спасибо, что дошли. Если Джин Бен, вы будете вспоминать кого-то из обзорщиков до миллиона, то я буду вас блокировать, пока я просто все удаляю. Насколько этот смартфон интересен? Он интересен, в принципе, на 99% только людям, которые собираются приобретать игровой смарт. Насколько он игровой? На 100%. То есть лучше, чем он, в принципе, ничего не отрабатывает в играх, в принципе. И к сожалению или к счастью, вот такая вот беда у нас, что у нас только рок-фоны и Black Shark у нас исчезли, а получается 5 секунд, я сыну напишу, что стримлю. Red Magic у нас продаются, я их не советую. И у нас Black Shark исчезли. Все. То есть из игровых смартфонов у нас были Poco, помните, версия GT. И по большому счету там не так тяжко обновлять систему. Красава, когда у тебя есть доступ к интернету всегда, и ты понимаешь, что в принципе вот этот прикол с несложно обновлять систему, мне же нужно констатировать факт. Сама схема, что ты должен следить за тем, вышли ли обновления на твоем смартфоне, скачивать 10 гигабайт, закидывать, понятно, по быстрому кабелю и потом обновлять, это уже не весело, давай будем честны. Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что в принципе это не сложно, но когда ты тратишь на это 60, 70, 80 тысяч рублей, у тебя возникает вопрос, почему? Вот, и да, очень жаль, что Black Shark ушли. Red Magic печальный. И вот теперь мы сможем подождать чуть-чуть, когда у нас успокоится смартфон. Здесь режим X у нас. Настройка стиля скрытия фронтальной камеры появилась новая. 5 секунд. Хочу кое-что сделать. В телеге уже скидывал примеры фото. И любой, кто скажет, что в игровом смартфоне не должно быть камер, ну, серьезно? Вы платите 600 баксов за что? Здесь такой же процессор, все то же самое. Но у него триггеры, обходная зарядка, так же как у iQOO 13, к слову он у меня еще есть. И все. Так.
Рок-фоном была печальная история. Больное место это плата. Перегревается. Она просто сгорела. Печально. Ну, хорошо. Серс, а в каком моменте времени у Айку вообще не сбрасывается яркость? В каком моменте времени? Давайте я не буду. Понимаете, каждый раз, когда кто-то приходит и топит за какие-то вещи, скажем так, я считаю, что все дороже $300 плюс-минус одинаковое. Но отличительная сторона игрофонов это два Type-C-шника. Ты когда играешь по кабелю, вот обходная зарядочка, вот у тебя Type-C-шник. Раз. Два. Триггеры. То есть вешать триггеры прикольно, но лучше намного, когда у тебя они в наличии сразу. И 4 эргономика. То есть реально это дело довольно удобное. Да, IQ тоже удобно. Но IQ это другая история, потому что все-таки игрофон это вот это вот ПО в первую очередь. И сейчас я поменяю, разумеется, картинку для тех, кто сейчас придет и не очень хочет наблюдать ничего. Кстати, здесь у нас подсветка сзади, нужно включить ее. Вот она, видите? Можно, разумеется, область применения выбирать. Можно подключать кулер, который я не купил. Можно включать Air Triggers ультразвуковыми кнопками. Но, опять же, все это мелочи жизни. Потом мы к этому придем. Мы больше хотим с вами не тротлинг-тесты проходить, а бенчмарки антутовские. Потому что они нам обещали 3 миллиона баллов, и, разумеется, их здесь нету. Может быть, у кого-то они есть, напишите, если кто-то его гоняет. Но я его так и не нашел, эти 3 миллиона. И, в принципе, как и другие блогеры. Можно включить, кстати, сразу по поводу яркости. Не успел я. Давайте вырублю. Так, все. Ну, слетаем антуту. Сейчас выставим максимальную герцовку. Ради интереса выставим опять же, в инструментах разработчика видеть великолепно у нас обновление, системные настройки. Тем более очень интересно с точки зрения, сейчас скажу какой, сколько где показывают у нас герц. Обновление системы 15. Все, у нас уже последнее стоит. Я уже показывал, что он обновлялся. Параметры, безопасность, общая информация. Наконец-то. Все, разработчики мы в номере сборки. И для разработчиков включено все. Сейчас вы увидите заодно. 5 секунд я переключу сразу. Что у нас с Bluetooth? Ну, скорее всего, что здесь все есть. Unicast, аудиокодеков, море. В принципе, все. Ну, нет, не все. Ну, ладно. Но многие. Большинство кодеков есть. И надо было сразу настроить. Но видите, я обновлял, поэтому решил все отрубить. Все, частота обновления видна. И сейчас я зайду в монитор, в настройки, смотрим вот здесь вот экран и выставляем яркость 100%. Спящий режим 10 минут бездействия выставил. Частота обновления регулируется режимом X. То есть все. И максимальная яркость у нас, значит, довольно скромная, посмотрите. То есть, в принципе, ну, я бы сказал, очень скромная. Давайте дополнительную включим. Пусть 950 будет, чтобы мы хотя бы от этого танцевали. Видите, 1 Гц, кстати. Вот.
Так, и... Так, про герцовку мы поняли, защиту от мерцания мы не будем пока включать. Давайте проверим шим по минимуму. Хотя бы радексом. Ну вот радексом здесь космос. Шим. Я думаю, ТНАшка еще больше будет. Вот и беги покупай, да? Угу. Здесь официально сэкономили. Так, и в режиме X мы выбираем герцовку, режим X, изменить, версия, так, сеть, экран. Частота обновления автоматическая. Настройки. Ну все. Ладно, пусть будет в автомате частота обновления. И 185 Гц я не вижу, в общем. Джокер, я же сказал сегодня, что я бы не стал брать Текно. Ну, опять же, вы решайте сами. Вот. 5 секунд. Вот это первый стрим на макбуке. Интересный такой. Сетчатка отслоилась, фокус пропал. Нет. Это первый эксперимент, когда у меня MacBook приспособлен для того, чтобы я стримил. Юрий Матвеев, будем искать? Будем искать, но потом. Я вообще против вот этой вот штуки из разряда... Что-то искать. То есть здесь диминг должен быть на поверхности. Вообще, по идее, шим должен быть минимальный, просто, без извращения. Как, кстати, качество стрима терпимо или нет? Звук идет просто с MacBook, как я понимаю. То есть даже не с iPhone, а с MacBook. Вот. Может быть, он как-то компилирует микрофоны и идет и одновременно с телефона, и одновременно с ноута. Валу, Света, всем привет еще раз. Раз, два, три. Вот так получше, ближе расплывается картинка. Окей. Джим Бен я не планирую, я купил его. Ну, как бы, если... Я говорю, я иногда покупаю, в итоге чуть-чуть гоняю и потом не тестирую. Михаил, спасибо. Надеюсь, что... Ну, вот он Mac, видите? Я вообще здесь ничего не настраивал. То есть, Mac'е, вот она. Это древний Mac на M1 Pro. У меня обзор был на канале. Наконец-то я его приспособил, да? И... iPhone. Все. То есть, единственное, у iPhone должен быть один и тот же аккаунт с Mac'ом. Звук такой себе, ну терпимо. Так давайте я сделаю нормальный звук. У меня же есть шуровский микрофон. Type-C-шник здесь отсутствует. Ну хотите... Ладно, в следующий раз давайте сделаю. Я могу единственное сделать эти пресеты. Типа там... Доп. Микрофон активно. Ну, терпимо так терпимо. Джокер, привет. Либра, да все норм. Спасибо большое, что пришли. Так что ROG Phone 9 это специфичный девайс, его купят только те, кто собираются, в принципе, приобрести себе игровой смартфон. Я думал, что Евросоюз продавил уже, но, видите, не продавил. 70 Kiar. 70. Я сейчас перепроверю, по-моему, 70. Почем взял? За $700 вместе с таможней в итоге вышел. Так он так и стоит. Везде так стоит. Ты никогда не купишь ультрадешево брокфоны. Их нету ультрадешевых. Сейчас перепроверю. Но мне с ним прям в каком-то смысле повезло, потому что я его долго не хотел покупать. Вот, я его думал покупать, не покупать, покупать, не покупать. Потом решил купить, и все-таки не зря, потому что, видите,
принципе, это первое, что мне стало интересно в плане приобретения. То есть, ну, дешево ты его не купишь. Ну, кто купил дешевле полтинника в Рокфоне? Вот кто? Мне кажется, никто. Ну чего, я 70 его и купил, я же сказал. 67. Он так и стоит, но вот кулер свой для Smart Asus хочется почти $100. Ну, не обязательно этот кулер вешать. Я ради интереса, кстати, поставил вам. Вот, помните эту штуку с магнитом от OnePlus? Кстати, почему-то у меня не работает. Мне кажется, что не вытягивает этот. Сразу беспроводная зарядка и охлаждение. Лупят вообще по полной. Но к чему это все? К тому, что да, ну вот она тоже $100. Ну это такая вот штуковина. И под нее еще блок зарядки надо, к слову. Вот. Фортун, еще раз ты вспомнишь площадку, тебя придется забанить. Напоминаю, что мы здесь площадки не... Вот вы реально хотите вспомнить какие-то площадки, вы уйдете в бан. Я не понимаю, зачем вы приходите рекламировать свои магазины. Еще раз, Рокфон никому не нужен. Кому нужен был, он его уже купил. Это не популярный смартфон, он популярным не будет. Хороший он или плохой, это уже другая история. Костямба, мы не можем вспоминать это, потому что если вот, кстати, кто-то приходит с таким вопросом, сразу посылайте его в баню, потому что, возможно, этот чувак просто хочет на вас повесить административку. С чем работают три буквы, то есть человек приходит на стрим и спрашивает, а как смотреть стрим, ну, технически. Если вы не знаете три буквы, есть блогеры, у которых даже техноблогеры, которые живут в Китае. В Китае YouTube работает великолепно все эти года, несмотря на то, что там лучший фаервол, там интранет, и они кое-чем пользуются. Вот и все. Фортуна, я тебя предупредил, но зачем вы со мной дискутируете по этому поводу? Есть правила на канале, на стриме, вы можете просто не приходить и все. Какие альтернативы тестам Вантуту? 3D Mark, который мы проводим, но просто попугая именно вот он самый обширный и самый популярный. Geekbench, 3D Mark, PC Mark. Все чуть-чуть по разным алгоритмам. Кстати, OnePlus в 12 после обновления на 15 Android Вантуту добавил 100 тысяч баллов. Супер. Еще бы и камеры бы лучше стали. Чуть-чуть. Но обычно паласы их делают хуже. Может быть, с 12 по-другому. Угу. Шимулятор 3000. Но опять же, кому-то шим не важен. Кому-то. Валу 700 норм цена, глобалка за штуку вываливает, да? Ну, 700 с таможней выходит, а глобалка выйдет с таможней 1150, конечно, вообще бред. Хотя, для кого бред, для кого нет. Кто-то может себе позволить. Но по мне, скажем так, Asus с 7, да даже, говорю, Asus с 5, вот 5 у тебя, 6, 7, 8 устраивают, ну, смысл менять чего-то там. То, что из-за того, что здесь какие-то фишки с ИИ появились, и все. Ну, там программных, окей, вещей много. Где-то динамики чуть-чуть по-другому расположили. Но он за 15 минут не заряжаться не стал. Понятно, что здесь есть обходная зарядка. Юрий Матвеев, OnePlus 13 и китайский будет в начале года обзор, и глобальный будет числа 7. Нет KRTQ, QXQX, можете сами сравнить, у меня все обзоры одинаковые. Не буду сравнивать. Сколько процентов шим реально заметно глазу? Все специфично. Выше 10% может напрягать. Вот и все. Методом проб и ошибок только так.
Красава, понимаешь, по поводу этих всех батарей, здесь тонкая красная линия. Вот, допустим, эти новые батареи, их же меньшее количество раз можно перезарядить. Хотя они большего объема. И потребление энергии может быть у процессора меньше, но суммарно система ест по мне больше в этих элитах. Но, опять же, это мой субъективный взгляд. Джокер, все зависит от модели. Все зависит от стоимости. И лучше для чего. Айку сейчас пиарят. Хочу купить, сколько стоит купить? Вы вбиваете название Rockfon 9 и в Гугле, в Яндексе, любой поисковой системе и смотрите, сколько он стоит. Либо по ссылкам в описании можете посмотреть, там Яма и Али. Альтернативных площадок еще много. Гоняю за 9 турбо, живет 3 дня обычно. Александр, товарищ, я не думаю, что его блокнут. Просто это допускается. А батарея на Rockfon 8? Ну, у этого тоже не фантастичная батарея, ты увидишь сегодня. Опять же, они имеют обходные зарядки, ничего критичного в этом нет. 5 секунд. Сейчас открою дверь, чтобы здесь прохладнее было. Можно кондиционер даже не включать. Сейчас морозная свежесть везде. В Тае на севере уже недалеко плюс 12. Вот так вот меняется погода. Позапрошлом году было плюс 50. Ну не 50, 48. Хотя где-то было 50. Всем огромное спасибо, что пришли. Рад, что у вас работает интернет. Я уже даже не говорю про YouTube. Мне кажется, что интернет уже хорошо. Напоминаю по поводу темы. Не вбросы по поводу этих звонков мобильных, что как это называется? Хотят запретить звонки через мессенджера. Также вот я летал в Арабские Эмираты. Может, кто-то умудрялся звонить через Эмираты. И у меня в Наринмаре шутан с PC было тоже 12 лет, минус 48, 9 лет в Мочегорске было по 40. Я знаю, о чем ты говоришь. Но к тому, что по поводу звонков. Скорее всего, блокнут, потому что это выгодно очень операторам связи. Вот. Так что так. Конечно, будет печально. Мне интересно, как будут стримы вести. Наверное, стримы тоже будут блочить, по идее. Что это какой-то... Ну, посмотрим. Девятый лучше в плане сборки и триггеров как минимум. А у вас есть 8 или был 8 на руках? Или вы просто делаете выводы по обзорам? Как минимум вы всегда можете придумать, какие отличия в новой от старой модели. И это делают рекламщики, в принципе, великолепно. Ник Либра и картинка, звук норм. Ну вот это не... Картинка сам по себе... MacBook, это древний MacBook с очень плохой камерой, и iPhone, они, наверное, не сильно хорошо снимают, у них просто алгоритмы работы, OBS я сюда накатил, и все, я даже не через, там у них есть родные какие-то программы, я просто OBS-кой стримлю, и родные микро. Но как-то работает. 8 элит так переломали, что есть проблемы совместимости в некоторых играх, а в целом сильный камень. Но он не может быть слабым. Вопрос, когда они через года два уйдут в потолок, упрутся в потолок. То есть там даже эти нанометры уже не совсем такие. То есть что они будут делать? Я говорю, по мне это 3D. Вот картинка из проекции. Я в курсе. Вот, а сейчас он показал нам 185 Гц. Он горячий, как не знаю что. И яркость он прокачал. Было 900 максимальная. Сейчас стало 1100. Единственное, я очень сильно беспокоюсь, что ему придет кирдык, и я не смогу его пообозревать. Потому что он очень мега безумно горячий. И я не понял, почему он после обновления нам показал меньшие цифры. Да, экран 50 градусов, прикиньте. Я такого не видел.
Мне кажется, он у меня спрашивает, ты хочешь его выбросить? 48, 46. Ешки, я не могу выдерживать это. То есть экран 50 градусов. Ничего не понял, ну окей. Ну, продолжаем эксперимент. Минус 70 кусков, если что, у меня будет. Но это просто жесть какая-то по температуре пока. 47. Полтинник. Видите, все зависит от подхода. То есть, если у тебя подход показать устройство с лучшей стороны, ну, есть очень много вариантов, как это сделать. Если ты хочешь топорно что-то в одинаковых условиях прогнать, вам еще надо с IQ что-то сравнить. Как быстро как комфортно играть в смартфон, у которого плюс 50, я могу играть. Я могу и плюс 55, наверное, играть. И даже делать вид, что все норм. Но вот на данный момент, может быть и хорошо, что здесь есть триггеры, потому что ты сможешь триггерами играть. В простое после обновы. Красава, ты можешь придумать, ну, хорошо. А еще магия электронов. Я же согласен с тобой. Вы мне не тестировать, а потом скажут, что нужно еще настояться неделю. А потом еще, что еще? Что еще? Обновление установленное. А твои руки рассчитаны на экран в 50 градусах температуры? Короче, слышишь, если ты будешь так издеваться, мне кажется, ты школьник. QX, пожалуйста, пожалуйста, если вы дети, то сначала думайте перед тем, как что-то писать, а потом пишите. Когда экран 50 градусов, невозможно играть. То есть это просто жесть. Ты не сможешь играть. Не сможешь. Нет, ты сможешь, чтобы продать или на стриме. Но вот... Ну, ты можешь обжечься. Не, на 50 не обожжешься, но будет плохо. Да, должен настояться как вино. Я его еще перезагружу. Сколько раз его перезагрузить надо? Красава. Или сколько он просто должен... Вы сами логику понимаете? То есть компьютер или еще какое-то устройство. Ты устанавливаешь туда программу или операционную систему. И он греется просто потому что что? Потому что он что-то делает, если он ее уже установил. Он еще раз ее устанавливает. Или этот процесс неделю занимает, месяц, год. Ну, Юрий, наверное, нет, потому что максимальная температура, при которой я играл, была 43 на экране. И это было очень горячо. И это было триндец как некомфортно, и я бросил телефон тогда. ASD, так вам решать. Да, если на экране полтинник, вопрос, что там на камне. Умар, ну это люди, которые не будут покупать этот смартфон. Это, говорю, ну, школьники, да, наверное, которым родители его купят, и они потом, может и не будет отвала. Но он, человек уже написал, что у кого-то был отвал материнки. Я не инженер Asus, не агрись. Еще день после обнов горячий. Красава, я не агрюсь, я уточняю, ну, а ты у меня уточняешь, я говорю, я не понимаю физически, почему он должен быть горячий после обновления. Ну, то есть я не могу объяснить магию электронов, что он просто должен быть горячим. Мне не кажется, что это нормальным. Наверное, я не сталкиваюсь с тем, что у меня телефоны горячие просто после обновления еще сутки. Вот. И все. Через сутки еще погоняю. Очень надеюсь, что это пройдет. Мне сейчас не гонять, я правильно понимаю? Если они через сутки какое-то еще дополнительное обновление выкатят, или они очень редко их выкатывают. Кстати, у IQ это возможно, у всяких там Fantech и даже у кислорода, по-моему, бывает рядом. Samsung Джокер, ты ушел в бань. Ты, мне кажется, просто у тебя наборы фраз. Кулеры для Рокфона универсальные, я не знаю, я, по-моему, прошлой линейке купил и в итоге его продал, я даже не стал его тестировать. Слишком дорого. Обычно кулеры, в принципе, стандартные. Они даже к другим смартам подходят, почему нет?
А как айфоны после обновлений начинают как печка работать? Тошек, у тебя есть айфоны? Вот у меня есть айфоны. Расскажи мне, как после обновления у тебя... Какой у тебя айфон? Расскажи мне. Когда-то да, когда-то нет. Сутки они греются просто так. Но это если просто обнова плохая. Если обнова плохая, любой смарт может перегреваться. Красава, мне очень жаль, что я его тестирую. Прости, пожалуйста, что я его обновил и что я его тестирую. Если есть кто-нибудь из Азуса, напиши им. Прости, надо было подождать 24 часа. Ну вот сейчас тестируем абсолютно не тот Asus 9, как мы должны тестировать. Ему нужно было полежать сутки. Сутки, правильно? Потому что мы его обновили. В это время его трогать нельзя. Ирина, привет. Умар, МТК, Тротлет. Зависит от модели все. Нет, Magic вообще это просто он вырубился и все у нас. Ну посмотрим. У меня, говорю, будет 10 Pro Magic. XQX, у тебя 50 градусов было на экране? У тебя не было на ROG 5, он так не грелся до 50 градусов экран. Что за бред? Зигзаг, добрый вечер. Смотря в каком смартфоне, Умара. У нас есть стримы на все. Можешь прийти посмотреть, как он себя где ведет. Да, видимо, без кулера нет. Не стоит. А где он Г? Он просто перегретый. Кстати, я также тестировал прошлый ROG Phone 8. Сразу после обнова. Леха, это единственный игровой смартфон, который существует на рынке. Все остальное жалкое подобие левой руки. То есть, кроме рок-фонов, никто нормальные игровые смарты не делает. Там самый стабильный холодный проц для игр. 8 Gen 3, наверное. HMD? Это что такое? Я не знаю, что такое HMD. Тошек, ну, окей. Кто их форсит, эти новости? Кто их не продает, эти айфоны? Я скажу так, там не в сутках дело. Там дело в том, что если плохие, бывают обновы, после которых смарт у тебя греется. На зарядке он греется. Почему он просто в простой? У кого он в простой грелся? У людей, которые его топили или купили рев. Я не собираюсь айфоны даже защищать. Давайте мы не будем. Вот у нас в чем диалог? Я не считаю нормальным 50 градусов на экране. Вы можете считать нормальным. Зачем вот этот диалог? Для кого? Вот все, супер. 50 градусов на экране Asus, потому что было обновление. Это отличные показатели. Закрыли вопрос. Айфоны еще хуже. Это факт. Clark. Ну хорошо, я их не видел в продаже. Александр, этот кулер вообще не имеет никакого значения. Ты когда с кулером Red Magic гоняешь, он показывает те же самые значения, точнее он также вылетает в 3D марке и нужно бросать его в морозилку. Просто люди, которые до этого его продавали, сейчас переобулись, не закупились, не ступили и реально его решили тестировать. И теперь у них Red Magic просто супер плохой. Он и был таким же, он был просто таким же и все. Плохим, хорошим, неважно. Он не проходил тесты. Юрий, ну обычно говорят про жару, что вот отлично, у нас морозная свежесть везде, и здесь везде прохладно. Умары, им надо что-то продавать, им надо что-то продавать, понимаешь? Может быть, еще завтра дополню стрим вертикальный, по нему же, окей, сутки, 24 часа подождем, и вертикальный стрим допом лупану и обсудим, хорошо?
А сегодня, кстати, может быть, Poco X6 Pro разыграем за ноябрь. Дмитрий Гридиенко, привет, я рад, что ты дошел до нас. Как у тебя поиск рабского труда? Леха, ну я ж даю пищу для ума, а все остальные делайте выводы. Я говорю, я как обзор одним кадром, когда делаю, я говорю примерно то же самое. Что я делаю контент очень шаблонный, специально, годами, что-то ангажированное, то есть какие-то, ну не ангажированное, а у меня есть реклама. Ее очень мало. То есть она там бывает раз в 2 месяца. Я помечаю, все реклама. Все остальное, ну и даже то, тесты реальные, никаких морозилок нету. Вы можете просто сравнивать для себя и делать выводы. Что-то вам нравится, что-то вас устраивает или нет. Не надо быть продавцом здесь в чате или еще где-то, чтобы рассказывать, что это норма. 50 градусов это не норма. Ни при каких условиях. Потому что это на данный момент смартфон, который невозможно использовать при нагрузках. ZXC. Вы можете, вот уже 52 градуса, 53 считайте. Так вот, вы можете открыть канал «Польза стрима» и посмотреть, какие смартфоны, как проходили, какие тесты. Обычно, да, субфлагманы лучше, по мне. Ну вот, мы недавно делали тест-обзор на Neo 10, волшебный смарт. Помните, Honor 200, классный смарт. iQOO 13, классный смарт. Еще и с обходной зарядкой также. Но без триггеров. И там свои минусы. У всего есть свои минусы, не бывает идеальных вещей. Компромиссы. Бывают компромиссы, просто которые вас устраивают. Я акцентирую внимание на недостатках, потому что в остальных местах вы услышите про достоинства. И при том даже акцент. Мы просто с вами тестируем устройство. 53 градуса на экране. При втором прогоне Antutu. Много ли это или мало? По мне много. Но, скорее всего, это обусловлено тем, что он держит яркость. Вот сейчас вы увидите, видите 1100 третий прогон. И все. Ну, у меня Александр отваливался у Asus, у ноутбука, материнка, 2 раза от перегрева. И 2 раза мне ее бесплатно меняли. Я не знаю, как сейчас. Валу, да, Мэджики абсолютно бесполезная, но красивая штука. Для игровых смартов надо лечить испарительные камеры. Для игровых смартов надо закупаться кулерами, вот такими вот. Магнитными и не только. Водяными. И, в принципе, он даже... Кстати, эта тема у нас, помните, если когда мы тестировали iPhone, вот так мы вешали, и он параллельно заряжался и охлаждался. Он, короче, у нас не вывез. Спасибо за формат, очень помогает выборам. Ростислав, вы один из немногих, спасибо большое. Вы не фанат меня, а фанат контента, потому что у меня нету влогов. Но когда-нибудь, может, я это исправлю. Хотя есть какие-то, видите, на стримах рассуждения, которые многим не нравятся, поэтому стримы смотрят меньше людей. Но это все не важно, потому что мы уходим в 3-й заход. Надеюсь, что он не помрет, иначе я не смогу сделать обзор. И тогда 70 штук коту под хвост. Селфи-камеры и здесь снимают на любителя. Вообще очень много селфи-камер, кроме как у Samsung и Яблоко, снимают, мягко скажем, плохо. Умар, спасибо. Я рад, что если так. Просто в этом-то и смысл, я говорю, понимаете, что весь полезный объем. То есть я делаю все одно и то же с одинаковыми смартфонами. Этому, допустим, каналу еще года нет. Если не лень, подпишитесь. И на этом смартфоне я потеряю 1015. На Vivo X200 Pro Mini я потерял 23. То есть на каждом смарте я теряю какую-то сумму при продаже. Есть какие-то вещи, которые, на которых я, наверное, навариваюсь. Но это единицы, когда так получается. Диана, Денис, при каких градусах столько он будет есть батарею? Ну вот смотрим. Но он держит яркость, понимаете? Он держит яркость 1100 люксов. Это круто. Нет, 58 он не возьмет.
Быстрая micro SD карта для экшн камеры, так они все, ты смотри просто, они дешевыми не бывают хорошие, сформулируя так. Да, на нем сейчас можно яичницу жарить. Вот у меня GoPro, что у меня там за карта памяти, я сейчас покажу. Понятия не имею, если честно. ScanDisk, по-моему, да, такой. V30 даже. Не такая она и быстрая. Что там с Vivo X200? В наличии, наверное, он будет следующим. Вообще, у меня есть K80 Redmi уже. И я жду Neo 7. Вот Neo 7 я трындец как хочу. Если он придет раньше, то сначала на него. Если нет, то тогда Vivo X200, потом или K80, наверное, Vivo X200, потом K80. Потом OnePlus 13. Вот пока такой мини-план. Китайский, потом глобальный сразу. Чтобы не мучиться. И потом 13R. И потом уже посмотрим. Слишком много всего. Либо не обновлять, Леха. Либо после обновления сутки подождать. Пусть полежит. Я еще раз повторяюсь, я завтра могу сделать то же самое. Может быть, сделаю вертикально, почему не? Мне 2 клика сделать, включить вертикальный стрим, проверка после сутки обновления. Что-то поменяется или нет. Также 3 раза в Antutu погоняем и все, может еще поиграем. Но это будет экспериментально, экстремально и скорее всего с той же обложкой. Кому не лень, прожали лайк, пожалуйста, потому что вас много, лайков мало, и рано или поздно этот контент закончится. Либо мне надоест, либо вам надоест, но будете ставить лайки, этот момент будет позже. Может через 30 лет, может через 10. Кроме приколов с видео или IQ новый будет лучше? Я не понял по поводу GT7 Pro. А с Neo 7, да, 7-го бенда нет, подстава. Сергей Сергеевич, нет, по поводу графики, ну это примерно то же самое, когда мы гоняли с вами... Что мы гоняли? Недавно. Последний смарт до Tecno. 10 Pro, по-моему. А нет, K80 Pro, там тоже с графикой был трындец. Вертикальный минус. Ильгиз, зато быстро. То есть мне его не надо настраивать. Я его включил, поставил, поговорил и все. Все в оптимизации процесса. Правильно говорят, что YouTube плохо, YouTube штормит. И от вас зависит, будет ли контента в тех же объемах или меньше. Ну, вряд ли его меньше будет. Я повторяю, что как бы сформулировать мягче. А нам все равно. Косим траву. Вот примерно так. Сколько будет стоить 13R, пока не знаю. Посмотрим. Могу попытаться сейчас посмотреть. Ну-ка, что он мне сделал? Ничего не сделал. Вот. Могу сейчас попытаться посмотреть. Может быть, у меня эта информация, кстати, и найдется по поводу стоимости 13R. Но не факт. PC, я не буду больше туда грузить. Я буду туда грузить раз в 500 лет. Знаешь зачем? Для того, чтобы, ну, скорее всего, контракты, если они будут с раскладом, что ты должен выгрузить что-то в ВК. А так нет, это не просмотры, это показы, они пустые. То есть... Меня еще коробит, я понимаешь, вот, потому что на этом сервисе это как в Darknet ты выгружаешь. То есть там такая информация в ВКшке, что ну, я не понимаю, как она работает. Я реально не понимаю, как может работать их модерация. То есть, ну там жесть, там прям жесть. И я это говорил до, после и во время, и может быть в этом и смысл, чтобы людей привести в эту жесть. Но я об этом думать не буду. Такая ВК бесполезен. То есть это чисто, ну, вот я выгрузил, чтобы сохранились обзоры одним кадром. То есть чтобы народ, может быть, увидел, что в ВК
пережимает видео так люто, что бесполезно его туда выгружать. Ну, то есть, если обзор одним кадром смотреть на YouTube, попробуй, и в ВК, и сравни. Ну, и как бы и смысл моего вот этого. Посмотрите, как отрабатывает основной модуль, когда он не способен его отрисовывать. Ну, не хочу об этом говорить. Нет, танка не было. Игровых смартфонов не бывает, с учетом девиза канала «Сэкономить ваши деньги». Пашкин Май, я считаю, что Рокфон чисто игровой смарт. Как хотите. Валу, как у тебя может быть с проблемами с видео вкусная цена на смартфон, в котором нет ничего, за что можно платить такие деньги? Ты берешь вот такой вот смарт, сейчас тебе покажу, S24 Ultra. Смотришь на его возможности, на наличие стилуса, на экран, на возможность переключения с основного модуля на фронтальный, на телевики, на то, что это глобалка. И думаешь, глобалка от Realme, которая непонятно, а почему она должна так? Ты продаешь типа Realme или как? Стоит ли покупать Realme за такие деньги? Я считаю, это бред. Ну, как бы люди все равно купят. Почему? Потому что кто-то красивый из экрана им расскажет о том, что он хороший. Относительно чего IQ 13 относительно хороший? Не знаю, нет. Относительно Samsung S24 Ultra, пусть даже 25 сейчас выйдет, нет. Относительно айфона какого-нибудь за 80-ник, там 15 Pro там докинуть чуть-чуть, нет. Ну, за что? За что его покупать? За то, что Realme оборзели просто и забыли, что мы их покупали по десятке, радовались как дети, с этими Flash Neo по 12 тысяч бегали, а теперь они вышли на рынок под ручку с бородатыми типами, с формулировкой, а мы теперь можем и по 700 баксов вам почти флагманы, которые вообще никак не флагманы продавать. Ну, можете. В каком месте она вкусная, когда ты за 35 покупал китайскую версию GT6? На Snapdragon 8 Gen 3. Почему ты должен за 70 покупать глобалку GT7 Pro? В чем она Pro? Ну, промо у них было классное. Друзей у них много. Можешь помочь друзьям купить этот смарт. Да, и первый в России на 8 элит. Никого не трогает, что он там уже третий, как я знаю, минимум. После Xiaomi 15 Pro был первый, потом был, который, кстати, порвал всех в Китае, 15 линейка. Потом Q13, iQOO 13. Александр, то есть покупать где-то, потому что в каких-то местах он стоит как крыло самолета, это логика в чем? Логика. Нет, Валу, вы можете купить. Я говорю, я просто-напросто смотрю на рынок, и я не понимаю, за что вы должны платить такие деньги, и все. Если вы знаете, за что вы там платите такие деньги, чем он отличается уникально от других флагманов, а это флагман, когда ты платишь 70 кусков, это флагман. Так вот, 80 ты платишь, 82 уже видел, S24 Ultra, и 70 ты платишь за него. Почему ты за Realme платишь 70? Потому что они, я говорю, были нашими друзьями 2-3 года назад, когда продавали за выгодно, да. А потом они начали, я напоминаю, Realme блочить китайские смартфоны свои. А потом они начали вместе с Oppo и OnePlus блочить китайские смарты. По мне это вообще не как это называется, как-то не по-партнерски вообще во всех смыслах. И потом они пришли на глобальный рынок с ценой в 70 кусков, или сколько там, 80 за GT7 Pro, потому что их все любят. Кто их любит? Ну вот кто любит, там и был с ними. Можете покупать. Ликвидность 0. Ну, вот, говорю, вы шаг представляете GT Pro, GT6. Там версия Pro, это просто Pro, я не знаю к чему он Pro, но он Pro просто. Про Б. Так вот, GT6 с ракет 35-40, а этот 70, 60 даже. За что? Вот откуда такой шаг? Откуда? За что? Потому что они друзьями обзавелись. Ну, YouTube сейчас блокнут капитально, и все, и никто не узнает, какой он хороший.
Никто не узнает, где похоронен был последний герой, да? Но опять же, может быть, у них просто смысл распиарить бренд и нет смысла продавать что-то. Хорус ни на какой. Еще раз повторяюсь, меня интересует безопасность. Безопасность моих данных. Все. Банковские приложения, часть из них просто не работают на других смартах также. То есть подтверждение Face ID и все остальное. Классик, у меня давно есть Palace 13. Еще раз. Еще раз. Вот. Ну, я не скажу, что она хуже. Она просто... Ой, я уже думал, что он ушел в аут. Очень хорошо, что не ушел. 52, ну 52 градуса, 53, 52,8 и где, в общем, 53 градуса не выше, хорошо. Алекс, если вы после обзоров не купили телефон, значит вы стали богаче на цену телефона и все. Джинбан, поэтому его надо покупать в 2 раза дороже, чем GT6. А что он дает, этот Elite 8 Elite? Ну, последний процессор, ну, флагман, ну, круто. Что? У него даже внешка не флагманская, но это мое субъективное мнение. Все, 52, держать его невозможно, съел он всего 9%, разогрелся до 8 градусов, но хочу отметить, вот почему он разогрелся до 8, я думаю, что вы видите, это 52 градуса температура батареи, температура ЦП 64, 61, и будем ждать 61,5, прогоним пока он горячий еще, storage тест. Да, Кларк, ну это плюс. Это прям конкретный плюс. Ну, нереально держать его сейчас. А почему я должен покупать что-то из Android смартфонов? Объясните мне, пожалуйста. OnePlus бы я купил. Любой Palace бы я купил. Palace бы я купил, Palace мне нравится. Может, S24 Ultra бы купил. Но я говорю, у меня ладонь маленькая, понимаете? То есть у меня не огромная ладонь. Хотя у меня рост 182, у меня ладонь довольно скромная. И поэтому мне S24 Plus не особо комфортен. Ну вот, чтобы вы понимали, до какой степени он больше. Он больше. А это рок-фон игровой. А нет, кстати, не намного. Но все равно он шире, видите? То есть видно, что он шире. Прям конкретно. Прожарка так прожарка, да. Ну, ждем сейчас он отдохнет. Еще раз я не топлю за Samsung. Просто вы понимаете, что Samsung выпал из зрения, потому что они перестали платить. То есть 2-3 года назад они платили, у них были рекламные кампании. Сейчас они минимальные, эти рекламные кампании. Денег у них нет, и про них а-ля никто не вспоминает. Хотя есть уже профильные каналы, которые чисто Samsung'ами занимаются, продают их. Да, скоро S25 выйдет, я думаю, с ультра, еще и лайтом каким-то, да? S24 ультра плохо работает. Ну, вот так. Прикольно, 25 ультра купите. Горячий еще. Сейчас он отдохнет и начнем мучить его. Palace тема. Palace прям тема. Интересно в ПО что-нибудь? Спросите, пока я мучу его. Белая крышка визуально. Ну реально он кажется меньше. Может быть, да, из-за белой крышки. Он реально кажется меньше с тыла. Валу я вообще против всего, что не является стоком. Ну, то есть круто, когда у тебя есть возможность, но для меня в чем плюс возможность установки кастомной прошивки? В том, что если он у тебя окирпичился, либо у него идут глюки на основной прошивке, то есть это вариант просто-напросто отремонтировать.
Во всех остальных случаях Кирилл, мы не вспоминаем людей, которые красят обзоры в примерах и кидают смартфоны в морозилки для того, чтобы они показывали нужные результаты. Вспоминаем Red Magic прошлое. Можете пересмотреть обзоры. У кого Red Magic 9 Pro Plus горел, а у кого он нормально проходил. Вот у кого нормально проходил, он проходил в морозилке. ROG 9 Pro лучше, чем S24. ASD любой Asus лучше будет, чем Samsung в играх. Архитектор, привет, рад, что ты дошел. Ну, меня бесит блок камер. Он, конечно, огромный для подобного рода смартфона, а еще учитывая, какой у него роллинг шаттер на фронталке, это как-то такая себе история. Но все как всегда, все как у всех. Ничего нового. У Asus свои косяки, каких-то там нету. Кто-то какие-то щели видел в прошлых моделях, я здесь и не вижу, и в прошлой не видел. У кого-то люфт у кнопок, у меня, ну, может быть, есть прям супер минимальный. Лучший смарт на элите. SFX, а я что все протестировал, вот когда я прогоню их до конца января, тогда вы увидите топ-8, топ-5, топ-3 смартфона на 8 элит. Хорошо? Я их все купил, кроме Oppo Find X8 Pro, X7 Pro. Но Honor, мне его, короче, не послали. Я даже Red Magic купил. Honor я, может быть, тоже еще раз куплю, когда я пойму, что как мне его отправить. Как понять, отваливалось? Погибало 0. А, не Oppo Find X8 Pro. Мне не отправили Honor. Honor 7 Pro. Honor Magic 7 Pro не отправили. Вот. Honor Magic 7 есть. Вообще жизнь это один сплошной компромисс по поводу всего, к сожалению. Да, это так обломно, когда ты покупаешь что-то за 60, а потом оно становится 70. Z70 Ultra есть. Танк 3 Pro вряд ли я буду так гонять. Когда-нибудь в январе, Сергей. Не торопите. Если покопаться, может быть, где-то что-то найти можно. Я опять же с стоковыми приложениями. Вы часто пользуетесь стоком? Вы не скачиваете свой плеер? У друга Pixel 9 брал. Очень нравился тактильно по системе. Пиксели тема. Пиксели прям тема. Я, может, его сюда напрямую прям куплю. Я пока думаю. Ну, Honor быстро падают в цене, поэтому можно чуть-чуть просто подождать. И 7 Pro в феврале куплю. И прогоним его полностью. 17 тысяч фоток на Vivo X80 Pro полгода назад. А почему ты не 90 брал? Ну, я говорю, 80-я, 90-я, 100-я линейка, они и 200-я. Не особо сильно отличаются. Все, он очень прям остыл. Во что играем? 5 секунд. А, ну вот, видите, рекламу можно отключить одним рычажком. Давайте ради интереса сразу. Нет. Не этот. Сразу PUBG. Евген, вам спасибо, что зашли. Вот здесь у нас триггеры. Здесь у нас подсветочка.
Нравится мне он, нравится. Я люблю Asus. Я люблю Asus. Я не знаю, как Asus можно не любить. Вот. Как игровые смарты. Как картинка вам с айфона? Понятно, что с фокусом печально, но, по-моему, вроде норм. Читабельно все, да? 51%, да. Сейчас мы посмотрим, что у нас можно в настройках поставить. Ну, повторяюсь, Elite по-любому будет с какой-то печалью. Плавно. Ультра Экстрим. Все, выбрали. Так, с балансом нельзя. Плавно Ультра Экстрим все играют. Пам-пам. Дальше у нас. Где этот X? Game. Консоль, библиотека игр. Это хорошо, а как мы ее... Вот, все, консоль есть. Да что ж такое? Защита от касаний. Динамический. Нет, иксы. Частота обновления авто. 60, 120, 165, 185 пусть. Ну, видите, выставляю физически 185, но он все равно выставляет 120. Закрепленная яркость есть у нас. Дальше. Air Triggers. Далее, понятно. Левый здесь, правый здесь. Все. Рамзес, привет. Ты думаешь, у нас там из 100 человек в онлайне какие-то шпионы, я тебя умоляю? Или ты имеешь в виду этих типов? Напоминаю, что все, кто у вас спрашивают, как смотреть YouTube на YouTube или в ВК или еще где-то, вполне возможно пытаются подвести вас под статью. Не посылайте их просто на 3 буквы. Ну, не говорите 3 буквы, говорите, пошел на 3 буквы, как-нибудь ты найдешь дорогу сам. Притом любые. Если он не знает 3 буквы для того, чтобы попасть куда-то, ну, значит, все. Можно и на D, можно и на В, и вообще, можно и на Х, куда угодно. Вот пусть любые буквы подбирает. Потому что я сегодня столкнулся с этим делом, очень странный тип был, и мне кажется, что там чисто чувак под административки работает. Вот. Так что так. Ну, а как правильно говорит один из блогеров, который я смотрю, он небольшой, и он живет в Китае, что в Китае с их местным фаерволом все смотрят YouTube, а уж в России... Ну, если вы предполагаете, что в Российской Федерации будет интернет еще более защищенный, чем в Китае, посмотрим. Наверное, у нас в технике какие-то появились элементы, и во всех остальных моментах лучше. Значит, это круто. Вот. Так, а что случилось? Я же нажал. Что там зафиксировано было? Все. Станислав, я в Tank Company не хочу, но я подумаю. Всем огромное спасибо, что пришли. Знаете, что очень часто интересы к технике, они помогают в жизни очень сильно, особенно в современном мире. Redview Fix, спасибо, я рад. Шорух. Я не забыл про К80, у меня есть К80. Потом. Включи изображение данных в реальном времени. Хорошо, сейчас 5 секунд. Ускорить запись, блокировка прицела управления. Фоновый режим. Вот эта вот информация в реальном времени. Я вроде нажал. Опа. Где она есть? В настройках здесь, может? Не-не-не. Это в Иксе должно быть.
И... Я понял. Еще 5 секунд. Все. Все. Кайфушка. Кайфушка. Прям... Отклик, конечно, вау. Надо убрать свое лицо, я прям... Ну реально, когда ты... Чем сравнивать с Айку? Айку не игровой по сравнению с ним. Все. Все. Но опять же, если вам не 40 лет, у вас не было там много смартфонов, вам будет нормальным и Honor 200, он нормально отрабатывал. И Xiaomi X6 и X6 Pro. Вот. Шоха, я его купил, у меня нет мнения. Как дойдет, это буквально будет завтра, послезавтра. Мы с вами его погоняем и будем делиться мнением по поводу него. Опа. По мне, кстати, триггеры тоже должны запретить. Что это помогает игре. О. Я первый раз такую штуку видел. Кто видел такие штуки? Что это такое? Какая-то там рукоятка. Прикольно. Такая игрушка подходящая. Спокойный человек. Neo 7 стоит дождаться. Сам Z9 Turbo Plus. Z9 Turbo Plus, кстати, у меня купили. В итоге я его смог продать за 27. Вот. По поводу Neo 7 я жду очень сильно. Еще раз, Neo 7 в течение недели был разблокирован продавцом. Вот. Потом его мне послали. О, я вижу. И все. В чем вопрос? Я не понимаю. Я сказал, что когда Neo 7 придет, это первый смартфон, который мне интересен для покупки. Не для покупки, для этого, для тестирования. Так, все, здесь ничего нету полезного. Опа. Ну, я верю, что это боты они. Теперь я понял, что здесь одни боты. Ну и ладно. Я не очень расстроен этим, что здесь одни боты. Так, кстати, мы засекли. Кто-нибудь засек вообще игру по времени? Посмотрите, сколько времени прошло, если не сложно кому-нибудь. Перемотайте. И был 51%. Кому не сложно, плюсик поставьте, пожалуйста. Пожалуйста. Ты стал игрок, что ли? В каком месте я стал игрок, что ли? Я не понимаю уровень претензии. И про что она? И тоже не понимаю.
Единственное, могу забыть, что у нас стрим идет, потому что я последнее время стримил без камеры, как вы помните. 9 минут назад, спасибо. Пока все супер. Надо привыкать к наличию триггеров, конечно. Интересно, почему он не закидывается? Ладно, один надо. Где-то кто-то бегает. Прям как-то ядерно. Очередями. Прикольные боты пошли. Могут уже, ну, там, приседать. Как настроил на начало играть 6 минут. То есть суммарно, значит. Счетчик FPS стоит на месте. Так не бывает. Да. Ну, какие ко мне вопросы? Вот такой счетчик. Мы New State включим. Может, он просто супер стабильный, слышите? Так. Ну, давайте вот так попробуем. Информация включил, информацию отключил еще раз. Нет, изменения цвета не надо. Да, все равно счетчик показывает, видите, предел все время. Артем, привет, норм, все. Вроде. Вроде норм. У тебя как дела? Может, не боты, а школьники? Да не. Даже школьники бы меня уже вынесли. О. Не понял. Не хватает места. Ну, окей. Не-не-не. Стрим 30 кадров. Сори. Вот как есть стрим, так и есть. Ничего с этим сделать не могу. Вам нужен... Ох ты, ёшки. Когда ж я привыкну. Чуть-чуть греется, но не сильно. Вот сейчас, мне кажется, сбросил яркость. Первый раз. Так. Все триггеры поменяю. Вибрационный отклик, кстати. Ладно. О, 118 было. В первый раз такая тема. Все. Первый раз он показал 118. О, и сейчас 118. Все-таки работает. Просто стабильно очень. Польза, привет. Если бы у меня было денег на iQOO 13, я бы купил iPhone. Ну, опять же... Опа. Marked a location. Marked a location.
Marked a location. Так. Все-таки управление. Настройки кнопок. Так, все, сохранить, выйти. Все, меня сейчас вынесут. Меня сейчас вынесут. Спасибо, что ты бот. Иначе мне была бы хана. Как зашел, сразу лайк поставил. Огромное спасибо. И всем, кому не лень поставить лайки, вам тоже заранее огромное спасибо. Не так это и сложно, учитывая, как это называется, окружающую действительность. О. Огонь. Бот Джеймс Бонд. Есть. Да. Так, наверное, надо все-таки тачку искать. Не, я так не буду. Да, вон она. Пока норм, да. Ну, чуть-чуть он тепленький. Чуть-чуть. Но мы играем всего, получается, 14 минут. С 51%. 46 уже. Ест он много. Вот 100%. Польза лайф, напиши мне в личку, напиши аккаунт и просто распишись, напиши: Саня, ты меня забанил. На канале Польза стрима. Аккаунт такой-то, я разбанил. Для игр, смотря с каким смартом, видишь? Анкеров норм, уши. Шкляры в PUBG на своих редмиках такое вытворяют, да. Ботов подкрутили. Ну, слушайте, лучше, чем карбид кидать в... Как мы кидали в этот... В лужу, правильно? Во всем есть свои плюсы и минусы. Спокойный человек. Вайс Hand, спасибо, что дошел. На центр зоны беги. Ну, я вот это и делаю. Вроде. А, ну да, зачем смотрел аккумулятор? Аккумулятор здесь есть. Где? Угу. Да, что-то какая-то лабутень, он меня так может и кнопнуть. Это будет забавно, если меня боты положат. О, еще один. Вот это прям какой-то бегающий бот. Мыслящие боты. Интересно, они меня не увидели просто, что ли, или что? О, не-не-не-не-не-не, это уже... Когда я сам не вижу, это плохо. Ладно, в топку их. До свидания.
Стоит ли переплачивать за телевик в Pro-версии? Однозначно нет. Проха стоит вообще просто как два крыла самолета. Если ROG Phone 9 стоит как крыло, а зачем тебе в игровом смартфоне еще и телевик? Это уже какое-то просто извращение по мне. Нет? Да, не верю триггерам. Надо Ну, опять же, ты же переучиваешься постоянно. Недавно Pixel Buds A заказал. Pixel Buds норм уши. Тем более с пикселем. Получишь вес, возможный experience. Карбид пушка была, да. Только у многих глаз не было после него. Я не могу проверить, спокойный человек, но скорее всего да. А почему не купить сначала какие-нибудь подешевле по 20 ай за 2000 рублей наушники Anker, а потом уже брать что-то игровое, супер-мега топовое? Может быть, тебя полностью перекроют потребности за 2000 рублей уши? Нет? Это как вариант просто. Идея такая. О, джип. Здесь, по-моему, фотографируются, да? Marked a location. Они, кстати, стали кататься на тачках? Ну ладно. Да, все еще на... Я понимаю, что на радиоканал интересно. А к тому, чтобы понять, насколько хорошо бренд работает с другим брендом, ты хочешь Anker? Опа, опа. Опа. Не вариант. Приземлили меня. Еще патроны закончились. Жесть. Хорошо. Так, 44% за, получается, 7% за 22 минуты. 7% за 22 минуты. Сейчас посмотрим. Также 1100 люксов. То есть где-то 20% в час. Но это неинтересно. PUBG это не... Давайте в PUBG New State. Во. Еще 20 минут. Нет, просто Эмиль, ты был моложе. Поэтому тебя радовал PUBG больше. Не забываем прожать лайк, кто дошел. Огромное спасибо всем за интерес к техносегменту. Мучим ROG Phone. Да,
Но это не 5-6 лет назад было, это было 10 лет назад Clash of Clans. У меня, кстати, они блокнули аккаунт. Что-нибудь подтормаживало у меня. Ультра высокие, включено по умолчанию. Все. Что я там не докачал? Сейчас я докачаю. Не люблю играть, когда что-то не докачано. Там же есть перечень, какие паласовские уши выгрузят. И что часы выгрузят. Нет, конечно, 70 Pro Plus это нужно быть очень работающим в Huawei человеком или на Huawei, чтобы купить. Чтобы они компенсировали стоимость, потому что это бред. Ну, то есть покупать на 12-м андроиде смартфон дороже, вообще на 12-м андроиде смартфон, по мне это дичь. Я видел, кстати, немаркированную рекламу на ленте про как раз то, что людям не нужны сервисы Google. Как раз в разрезе того, что покупайте Huawei. Очень было интересно читать. Написали очень много бреда. Мне кажется, специально написали бред, чтобы народ не смог прочитать. Вот. Кто-то там чего-то там оценивал. Ну, это, конечно, лютая дичь. Классик, обычный PUBG тоже Ладно, не будем. Да, вот вы бы могли протестировать. Все вот мои тесты, потому что ранг не тот, просто лабутень. Дмитрий сидит, прикалывается. Так, сейчас пойду воду возьму, 5 секунд. Кстати, я же могу точно в настройках поменять FPS. Или нет? Я сейчас трансляцию могу как-то поменять? Пять секунд. Все, поменял битрейт. И у вас будет качество повыше, но чего-то я оступил про 30 FPS. Надо было выставить настройки. Потому что это не проблема. Сейчас просто проблема. Надо было сразу сделать. Нормально идет, никаких претензий. Ну, сейчас качество получше должно стать. 5 секунд. Воду возьму. Эмиль, лучше всегда распаковку снимать на камеру, вне зависимости от того, где вы что заказали. Так, вот это вот интересно. Я вижу 90 FPS. Почему? Точнее, я вижу 60. Экран. 5 секунд, кстати. Можем в игровых настройках это поменять. 60, 120, 185. Все, теперь у нас 90. Ага, здесь триггеры не работают, да? Запретить, подожди. Триггеры. Все. Туда. И подожди, вот сюда. Все.
Отвечая на вопрос, в запрещенную сеть нужно, чтобы нормально было грузить, покупать Samsung или яблоки. Пока они не запрещены. Зор, ну, теща. Ну, некоторые люди любят БДСМ. И в жизни тоже. Видите? Так, запоминаем проценты. 43. Сброс. Старт. Как он грузит фото в куда-либо, вы можете посмотреть в моей личной телеге уже примеры фотографий. Так, оптимизация, по сути, в PUBG New State плохая. Фикс, потому что зависит от обновления. От Huawei. Huawei это не смартфон, Huawei это просто, ну, типа, хотите донат дать Китаю, дайте и все. То есть смартфоны Huawei это чисто donation alerts, только чисто вот поддержать китайского производителя, потому что, ну, это такой уровень атовизма, что это просто жесть. Ну, то есть тебя заставляют покупать старое ПО со старым железом, с формулировкой какой, что ты помогаешь бороться китайцам с американскими санкциями. Зачем тебе помогать себе в ущерб? Бороться Китаю с американскими санкциями, тем более не конкретно Китаю, а конкретному бренду. Это вопрос. Но если вы в эту дичь вошли, ну как бы народ-то не тяните туда. Что там устанавливается, как идет, я прекрасно знаю. Я очень рад, что вы ощущаете, что у нас уровень диалога. Смогли ли вы установить программу на телефон, потому что у каких-то блогеров не получилось? То есть, ну это уровень. Это прям очень круто, я бы сказал. Когда ты не уверен, сможешь ли установить на смартфон ту или иную прогу. И споришь с блогерами, что ее просто... Вот уровень, да, мы там температуру измеряем, FPS, еще что-то. А у Huawei просто, если у тебя получилось установить какую-то игру, в отличие от блогеров, это уже просто топовый смарт. Ну, как бы круто. Нет. Зачем? Я не играю в эту игру. А я не думаю, что ты рассматриваешь его. Если ты купил Huawei, ну, вряд ли у тебя в ближайшие года что-то появится. Потому что как ты его продашь? Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Во. Прям какие-то зарубы. О. Ничего ж себе, положил кого-то даже. Мини-терабайт пришлось на Авито выставлять. Ну вот, как бы, что есть, то есть. А как он его положил, если у него ничего не было? Ну ладно. О. Сейчас даже туда не пойду. Глотание уровня космос. Это тоже бот.
Захотел купить себе новый телефон. Давно смотрю твой канал. Вот уже 4 месяца выбираю, сижу. Ну, Ростислав, так это же хорошо. Все подешевело. В долларах. Если ты в рублях, правда, покупать планировал. Хотя новые модели вышли, видишь? Я не считаю, что долгий выбор это плохо. Вот. К70Е. Ну, нет, кашки вообще специфическая тема. Можно купить дешево, но не факт, что ты будешь этому рад. Скорее всего, даже будешь не рад. Вот. Саня, мне кажется, тебе стоит чувствительность прицеля понизить. Ну, норм все. Я ж против ботов в основном играю. Тут, мне кажется, в PUBG New State мало, правда, реальных типов. Что, кто-то на самолете решил лететь? Ну, удачи ему. Я не полечу. 100%. Я предпочитаю машину. О, не шутя там ехать. Радвиофикс, удачно вам. Если это не Степ, то вы уникальный человек. Есть еще... Ну, я думаю, все поняли. Я не знаю, зачем вам смотреть тогда обзоры, если вы собираетесь покупать Huawei. А зачем мне открыть Авито и не купить то же самое за 70, потому что они новые, никому не нужны, их продают по весу. Какую модель вы собираетесь купить за 125 тысяч, если не секрет? Настолько рекламщиков приходит на стримы, вроде 100 человек в онлайне, а все равно народу упорно хочется вот эти вот всякие штуки продвигать. Так было забавно. Но я не верю, что есть человек, у которого есть 125 тысяч, и он купит не iPhone, не Samsung, а топовый Huawei, еще и не на где-нибудь там, где он стоит 70, а пойдет и купит там, где стоит 125. Это больше похоже на BDSM, такой, я себя накажу деньгами. Никто не пользуется розницей, только бабушки по 85 лет, потому что даже по 87, 86 бабушка моя, она покупает все через интернет. Ну, то есть с определенного возраста, может старше уже, там, 87, ты уже не можешь пользоваться интернетом. Или у тебя там не позволяет религия. Вот. Но как религия тогда позволяет покупать смартфоны, это вопрос. Я не думаю, что кто-то покупает это PC. Нет таких людей. Я не верю, что есть такие люди в 2024 году, кто покупает железо 2009 года и пытается убедить всех, что он не альбинос. Еще потом приходят на стримы. Не мешайте, человеку пытаться любыми способами и средствами хоть как-то продать Huawei. Реально их хоть кто-то берет, ну, кроме людей, которые смотрят только телевизор. А зачем тогда они покупают такие дорогие смартфоны? Короче, для меня это тайна, покрытая мраком. Деньги есть. Деньги есть, их не может не быть. А зачем вы пришли на этот стрим, где мы используем Android версии на 3 выше? И, ну, это просто... Но это то, чего вы не увидите в своем смартфоне никогда.
То есть у вас будет 12 Android за 125 тысяч, а у всех даже по 10 тысяч рублей в смартфонах будет Android 15. Конечно, он ничем не отличается. Он даже, как там мантра была, он стабильнее 12 Android, чем 15. Я столько видов, способов продаж. Я говорю, у Huawei есть проблема, они не маркируют рекламу. То есть у них очень много этой темы, и было уже много лет, где нативная реклама. Когда вы, типа, человек просто так о них что-то упоминает, а он не шутя, не просто так упоминает. Это очень плохо, очень плохо. Очень некрасиво с их стороны. О. Угу. Ну ладно. Что-то кто-то уже все купил. Все собрал и уехал. А я не успел. Кстати, у меня 395 кэша, я могу спокойно остановиться и попытаться заказать себе апгрейд. Чтобы у меня было 100 патронов. За 20к Realme 11 не могу. Ты просто не принимаешь, какой... Я не понимаю и не хочу понимать, и не принимаю этот мир мамонтов. А еще я тебе скажу страшную тайну, что нет, я знаю, какой огромный мир мамонтов, и он не огромный. Просто всех убеждают, что король голый. По факту это не так. О, какой я... Подтвердить дроп. Да, кто-то и 3090 покупал за полмульта. Нету цели, только путь. Ну это на слабо, типа. Но я могу купить на 1 миллион смартфонов, даже больше купил, но не Huawei. Я не настолько богат, чтобы выкидывать сотку. Но, опять же, может быть, блогеры покупают, ходят. Может быть. У меня планшет Helio G99. Вполне годный проц для браузера. Напоминаю, что у великого и ужасного Asus у нас есть зарядка обходная. И мы можем играть, и у нас не будет погибать аккумулятор. Мне не нравится вот этот вот сброс FPS. Качество сейчас лучше стало, нет? Понятно, FPS те же 30, но качество должно стать лучше. Зорн, а в чем его кайф? В том, что он 270 штук? BC, мы вас заблокируем, если вы еще раз попросите про площадку. Мы не упоминаем площадки, напоминаю вам. Что, где вы купили, ваше абсолютно дело. Что норм или нет, за эту стоимость ваше дело. Вы купили себе, рады, дойдет, хорошо. Опа. Все отлично, полутался чуть-чуть. Можно и честь знать. Берем байк и едем отсюда. Мне у Huawei часы Huawei Ultimate нравятся. Но они норм. А как тебе... Я никак не могу его поднять. Где его надо поднять? Не реал. Ужас, я подумал, я площадку какую-то упомянул опять. Во, типок. Вижу типа.
Еще раз. Все. Ничего ж себе, он уже залутанный был. Ох! Очень наивно было с моей стороны предполагать, что он один. Ладно, 15 минут мы можем умножить на 4. Было 41%. Подождите. Сколько было? 41%? 16% в час, ну норм. Так, и вроде бы FPS он чуть-чуть сбрасывал. Не будем его мучить здесь, но мы нон-стопом можем его помучить в Геншине, что намного интереснее. По чуть-чуть везде, но нагрузки разные. 43, 43, 38. Ну тогда также 20%. 20, 24, 23. По возможности посмотрите мой обзор на Текно сегодняшний. Он специфический. Не рекламный. Специфический не рекламный обзор на Текно, необычный. Могу зайти помочь как раз. Давай, если не лень будет. Ну, сейчас он адаптируется. Спокойный человек. А есть обзор на Realme. Посмотри их. Neo 310 с доставкой. Не знаю, смотря куда. Если ты в Европе живешь, то да, наверное. Наверное, это даже хорошо для Европы. Как-то он долго думает. Ну ладно. Главное, думает. Было бы плохо, если бы не думал, да? Шунтес, оно днищенское. Ну, то есть там видео невозможно просматривать, потому что там нету практически стабилизации никакой. Как понять email документ? Я не знаю, что такое email документ. Нет, C30C Pro не будет. Я купил, смотри, 3 Камона. О, не Камон, я сейчас скажу, что я купил. Tecno 30, 30 Pro и еще один Tecno, который дороже. Nova 6 Speed Black. Ничего себе, я его купил за 11, он сейчас 15. Что за бред? Ну вот так. То есть Tecno Pova 6 Neo я купил за 11, а он сейчас 15. Ну ладно. Вот такая у них магия электронов. Шера, у меня и с прошлыми Азусами все всегда было волшебно. Сейчас. Так, он думает. Вот так вот долго он может думать при компиляции. Хотя я его загружал, очень странно.
Ну, не очень дорого, но дорого. Да, это было бы 40. На Neo 10 это дорого. Нет, General, я его, скорее всего, топить даже не буду. У него есть защита от влаги? Там мини-джек. Я всегда топлю смартфон после обзора. Потому что если я сделаю раньше, то как я его сниму, как этот обзор снять? С тестами со всей, если он накирпичится. Я не видел его защиты от влаги, ROG Phone 9. M1 Pro древний MacBook Pro. 19-го, что ли, года. IP54, нет, я не буду его топить с IP54 и мини-джеком. Здесь мини-джек, IP54, нет. Не смарт за 70 кусков. За 50 терпимо, за 40 терпимо, за 70 нет. Не буду топить. Костя, спасибо. Мы наблюдаем компиляцию шейдеров. Еще. Все еще. Не топи, не буду света. Наверное. На 99%. Не буду. Не было бы мини-джека. 2 Type-C-шника, мини-джек, еще и динамики. Жалко его. Нет, General. Здесь IP54. Был бы 68, я бы топил. Саня, может перезайти, быстрее надумает? Да нет, компиляция-то компиляцией. Это же не Connect. Шерпад, что тебе iPad? Ты сравниваешь смартфон с планшетом. iPad ты купишь навсегда. Смартфон ты навсегда не купишь. Ну, навсегда на лет 5-10, может быть. Что лучше, вилка или черная икра, да? Примерно, вот то же самое. Во всяком случае, я сейчас обкатал тему с стримом, которую я, в принципе, могу даже на iPad мутить. То есть я могу также на iPad стримить. Очень хорошая тема. Видите, что можно подключать смартфон и все. Так, подождите. 5 секунд. Нет. Ждите. Настройки. Микрофон. 60. Это все, что мне интересно, это графика. Так, кто-нибудь добавится? Нет. Запоминаем процент. Стоп, сброс. Старт. Стоп, сброс, старт. Все. Опа. Дмитрий Гордиенко. Мне кажется, что только тебя я знаю, Дмитрия. А, у меня брат Дима еще. Ладно. Дима и Женя. Это я ложовые себе этих ложовых типов оставил. Вот. Кайфушка. Скажи, мне он нравится. Мне нравится рог. Я не знаю, вот у кого были роги. Я понимаю, у кого-то там кто-то пришел и рассказал, что он у него погиб. Ну вот ты когда, да, руки потеют, да, чуть-чуть. Да, какие-то там, вот сейчас вот мне не понравился тач. Нет, он греется. Просто тач не отваливался, но он что-то как-то вот сейчас там начал не особо волшебный работать.
Может, я чего-то не понимаю, сейчас подождем. Подождем. О, это что? Ага. Это мой фраг. Вот, еще фраги. И еще раз, кремниевые батарейки, все эти, все остальное. Все то же самое. Просто вы меньше раз сможете их заряжать для того, чтобы вы чаще меняли смартфоны, и все. Ну, как бы чуть-чуть прирост емкости и большой прирост, точнее, большое падение долгожительства. Rockfon 8 не прав, провальный дизайн. А чем он отличается от Rockfon 9? Блок камер даже плюс-минус такой же. Не будем, вот опять же, вот. По мне, видите, у меня довольно простые требования. Если нет сусального золота, я уже рад. По мне, опять же. Сколько АКБ? Сейчас посмотрим. Я просто его уже гонял в PC-марке. Я не буду вам раскрывать карты, но ничего волшебного. Так, аккумулятор. Батарея. Ваш W-инфо надо смотреть. Окей. Батарея. 5800. Здесь, кстати, игра в игре еще может быть. Опа. Не понял. Как я могу тебе сказать, стоит ли что-то покупать, если у меня его нет на руках? Да, на 10 Pro, скорее всего, будет, но не раньше, чем не скоро. У меня очень много смартов сейчас. Может и скоро, посмотрим. Мне, видите, приоритет. Мне что интересно? Мне вот интересно, смешно, Rockfon 9. Мне интересно Vivo X200. Мне интересно Oppo X8. Мне интересно Neo 7. Ну, то есть какие-то такие специфические штуки. Так, стоп. Ну, а опять же, а какие ноуты более живучие? MCI или Asus? Вот опять, можно спорить долго. Что более вайбовое? Лучше чего? ZXC, я не думаю, я тестирую. Думаю, не знаю, как можно в обычной версии Pro не лучше. В версии Pro просто дороже и все. И ты же не собираешься ни то, ни другое брать. Зачем тебе это надо? Предметные разговоры. Мы тестируем 9. Так, ну, окей. Винлатория. Нелегко тянет. Я не знаю, кого вы смотрели, какие стримы, где кто хорошо, легко тянет что-то. Нет, не планируется. Вы, наверное, не те стримы смотрели. Где там 8 Gen 3 Elite, у кого, в каких стримах отлично, кроме Rockfon, справлялся? Просто я вроде все покупаю, вроде все тестирую, я пока не могу вам сказать, где он прям волшебный. Нет ничего вечного, особенно в электронике. Да, я же говорю, у меня тоже Asus горел 2 раза. Я же не спорю с вами.
Вы сравниваете планшет с телефоном. Никто не сравнивает планшеты с телефоном. Планшет лучше будет. О, а это что такое? Это что у меня было с тачем? Интересные дела. Шер, по-моему, ты просто нас драконишь. Вот откуда такие люди берутся? Зачем тебе эти... Ты сравниваешь две несравнимые вещи для чего? Я написал, кстати, все сравнения через донат. Во, хочешь сравнение, пожалуйста, донат. Я думаю, что у тебя сразу отпадет желание спрашивать, что лучше. Так, тихо. Сэкономлю себе нервы и вам. Так, где, подожди. Куда я бегу? Нет, мне назад надо бежать. Все, кто дошел, не забываем лайк. Не знаю. Я знаю, что все, кто говорили про повышение FPS в Геншине, по факту сбрасывали тоже FPS. Так сильно, что я не знаю, а смысл включать повышение, если он не держит 60. Вот давайте он хотя бы, не знаю, минут 30 проживет при 60 FPS, а потом уже будет повышаться что-то или дорисовываться. Тем более здесь не максимальное сейчас разрешение. OnePlus 13 планирую я обзор, да. И на глобалку, и на китайскую. И все у меня есть. Нет, это не максимальная графика. Вы на стриме вообще находитесь или нет? XQX, вы, в общем, вы забанены. Я очень не люблю людей, которые просто, которым плевать вообще, что происходит на экране. Вы с начала стрима сидите, я показал, какая здесь графика, и сейчас вы переспрашиваете. Мальчика нашли. Я все показал. 9 Pro что? ZXD. То же самое. Еще один человек ушел. Теряем детей. Теряем детей и теряем то, что должно прокачивать канал. Еще раз, все сравнения через донат. Потому что я не хочу сравнивать ничего. У меня есть топы. На стримах мы тестируем устройство. В топах я говорю, что лучше. Все. Очень не люблю сравнивать устройства разные. Ну, смысл. Что лучше, планшет или телефон? Потому что Твен, он и с обычными игрушками не справляется нормально, вот и все. У нас было проседание на PUBG New State, у нас в обычном PUBG он работал отлично, здесь он греется уже, я прям чувствую. И смысл ПК игры тестировать на смартфоне, если он не может обычные игры вывозить. Логика. Вот. Куда-то туда. Да. А, вот он. PC решил пошутить. PC решил проверить, насколько у меня хватает сознательности, чтобы прочитать.
Все, победили. Вопросы ради вопросов задают только в садике. Вот. А вопросы ради интереса это одно, а сидеть генерировать просто, чтобы меня драконить какие-то нелепые штуки, ну это перебор. Все, уже тач. Ну что там тестировать? Уже тач чуть-чуть нехорошо работает, чуть-чуть мне не нравится, и плюс потеет. Не скажу, что это прям совсем печально, но... Шутки оживляют, да. Торн. Ну, видишь, кто-то Z70 Ultra купил. Хорошо же ж. Было бы плохо, если бы не купил, правильно? Я, кстати, 8-й день без кофе. По-моему, 8-й. Или 7-й, или 8-й. Так что плюс мне в карму. Я все еще вывожу. Это напоминаю, что учитывая, что до этого я потреблял 30-40 эспрессо в день. Года 3. Очень много кофе пил. Очень. 3 года точно. Ну и до этого немало его пил. Помню, я его на службе даже в термос заваривал. Да, хороший телефон. Go, go, Berry Bunny! No one escapes my sights. Bet you can't keep up with me. Мне нравится. Мате вообще ненавижу. Мате... Нет, мате люблю. Я не люблю этот мачо. Мачо, вот, ее не могу переваривать. Я на таблетках 10-й день без пива. Алкоголь зло. Так ты можешь безалкогольное пиво пить или нельзя? Или это проблема? Universal, да. У меня и отец сидел на нем, я думаю, еще сидит и не мог без него. И я сидел на нем. Но я говорю, это как-то интересно, когда ты бросаешь одно, второе, третье. Почему нет? Ну, я почему делаю? Желудок спасибо скажет. Марк Твен, ну, вот как, не знаю. Ник Либра, я вообще люблю себя мучить. У меня все окей, я выпивал 4 чашки эспрессо и ложился спать. Я не знаю, что меня торкнуло. Ну вот я месяц буду без кофе. Это просто вот как... Я почему-то думал, что это вообще невозможно. Ну так же, как я думал когда-то про никотин и алкоголь, и еще что-то. И нет, это не значит, что я вам сейчас попытаюсь продавать какие-нибудь грибы или еще какую-нибудь лажу. Любые виды наркотиков, любые виды психотропных – это плохо. Просто кофеин тоже довольно сильнодействующая штука. Я считаю, что это когда-то будет считаться драксами 100%. Вот. Но пока не считается. Короче, я люблю себя мучить. Мне кажется, это вообще супер вариант. Проверить себя. Не знаю, я везде ищу плюсы. Вот смотрите, допустим, YouTube заблокировали в России, где-то, ну, в каком-то, кто-то его смотрит, так же, как в Китае, и будут смотреть, и, скорее всего, даже будут смотреть еще больше после того, как его прям совсем покорежат, потому что народ придет во всякие ВК, родители увидят, что дети там смотрят в этом ВК, потому что это чистой воды Даркнет, просто неконтролируемый. Плюс, чем раньше его полностью блокнут, тем быстрее начнется деградация отечественных платформ. Почему? Потому что у них нет конкуренции. Владелец один. Когда один владелец, им нет смысла улучшать. Они будут максимум запихивать туда рекламы, они будут полностью выжимать все из блогеров, которых вырастил YouTube. И рано или поздно у людей, которые будут искать информацию, просто не будет другого выбора, как, опять же, каким-то образом обходить. Как? Еще раз повторяюсь, в Китае обходят. Ну, опять же, никто официально ничего не блокирует. То есть никто ничего не нарушает.
Вот. И спасибо, что смотрите. Эта тема больная. Почему? Потому что людей ведут... Ну, черт с ним, с Ютьюбом. Людей ведут на платформы, в которых очень много дичи и плохого. То есть, и я не говорю о каких-то вещах, о которых все подумали там в плане интима. Там, я не знаю, там люди, ну, я сейчас завуалированно скажу. Первый раз я увидел, как человек совершает суицид как раз на одной из таких платформ. Я очумел, мне просто в ленте это кинуло. Это был подросток. И я просто такой... Ну, то есть, вроде мне 38, и у нас там народ вздергивался на работе, и ты привык ко всему, но чтобы вот прям в интернете где-то мне показали, как человек ставит телефон и спрыгивает откуда-то, и таких кейсов было море. И вот я таких кейсов могу вам перечислить просто как с платформой лайки, это тоже просто жесть. Мне народ рассказывает, которые биг-боссы, которые занимаются просто другим бизнесом, и, ну, типа, главное бабки, вот просто. А так как контроля нет никакого, то есть никто же мне не скажет, что вот у тебя плохо такой контент. Ну, потому что они одни, потому что конкуренции нет. Когда есть конкуренция, можно закрыть одно, второе, третье, и кто-то там что-то там настроит. А когда нет конкуренции, тебе вообще плевать. Ты любую помойку будешь продавать, она будет продаваться, потому что у тебя альтернатив нету. Вот. И, наверное, вот такая моя позиция. Нет, я не фея, было бы намного лучше и проще, если бы там не было дичи. Но она есть. И она была, и, по сути, ей никто заниматься не хочет, не планирует, и это никому не надо. И, может быть, она... Ну, я понимаю, к чему она ведет, просто я... Ну, скажем так, YouTube со своим шлаком рядом не валялся по негативным воздействиям на подростков, чем то, что способно делать то, что я видел. На тех платформах, на которые, ну, от которых людям не получится отказаться, потому что больше ничего не будет. Наверное, так. Вот. А Тюб пока живой, пока смотрим, видите, на 108 в онлайне. Да, Зорн, там такой контент, что ты просто вот думаешь, что я вот знаю все дно, там, не знаю, там, смотрел, как боевые действия идут, еще что-то. Но ты заходишь на эти платформы и такой, да ладно, как можно еще больше это дно пробить? Вот откуда он вообще берется? Говорю, чистый Даркнет, только вытащен, и вот, типа, легализованная жесть, потому что ее никто не контролирует. И все. Да, это я опять выговорился. Это не значит, повторяюсь, они ко мне приходили много раз. И это не дилемма, это еще и не выгодно. То есть, объективно, это еще и не выгодно. Говорю, можно долго и упорно играть в Д'Артаньяна или еще в этого, в какого? В 5 секунд. Дон Кихота и молоть эти ветряные мельницы. Но что есть, то есть. Надеюсь, когда-нибудь, ну, после блокировки YouTube начнутся очистки вот этих платформ от шлака. Потому что если не очнутся, то это намеренное просто приведение людей к какой-то жести. Ну, то есть, типа, ты не хочешь смотреть жесть, вот иди к нам. Окей. Ну, а выхода другого нет. Странно очень все это. Очень странно. Уровень контроля, ну, не то что ноль, такое ощущение, что специально всех фриков в сети собрали на этих платформах, и они просто постят вообще все, что туда самые психик шли и постили, ну, размещали вещи, которые даже в Даркнете, может быть, не так просто разместить. Наверное, да, не так просто, не все будут готовы это размещать. Ну, вот так. Вот такая сейчас информационная повестка. Так что огромное спасибо всем, кто способен запустить интернет и смотреть то, что мы делаем. Фикс, привет. Модерации ноль, и ты можешь жаловаться, не жаловаться. Я говорю, такое ощущение, что в ВК это просто вот специальная тема такая. Вот мы посмотрим, как люди будут реагировать на... О, лютейший трындец. А ты ничего не сделаешь. Им плевать. Им просто наплевать. Галки больше нет, держу в курсе. Вигл, галки чего?
Галки Ютьюба почему нету? Есть у меня галка на Ютьюбе. С галкой я на Ютьюбе. Тимур, спасибо. Ну, мы уже 20 минут рубимся. Ну, это как в русской поговорке, что хоть в глаза все божья роса. То есть такое ощущение, что там, ну, реально у меня все знакомые. Понятно, какая одна тема, понятно, какая вторая тема, это цены. Но третья тема, это всегда YouTube. Сколько можно, ну, как бы, блин, извините, но реально, очень странно. Очень странно, что очень хочется, чтобы это была третья тема. Типа, мало тебе, на тебе еще блокировку Ютьюба. Потом блокировка телевизора, только радиоточки. Нечего напрягать глаза, дольше жить будешь. О, фриз был, видели? Это потому, что телепортился Дмитрий. Полюбас. А, галка безопасный поиск. А. Кто еще держит в курсе? Дизастер, за что извиняешься? Огромное спасибо, что дошел. Нет, это как-то еще жестко меня покромсал. Наблюдаем. I'll race you there. Let it rain. Да, я чуть не там решил. The mountains raise portal. Смола. Короче, чем дальше в лес, тем больше в дров, и вот так оно и получается. Зашибись. Нет, я там стараюсь вообще в ВК ничего не искать, потому что, говорю, психика... Это не стёб какой-то. Но как бы есть хабы для того, чтобы смотреть определенного рода контент. Но то, что там, это просто... Такой, чего? Как это вообще может быть в сети? Как человека там на 300 лет не посадили за это? А им все равно. Мне кажется, они, наверное, культивируют это дело. Какая-то есть идея в этом. Я не знаю, не может быть вот так все тупо. Я не хочу искать эту идею. Ну, вот что есть, то есть. Но детей аккуратнее с этим делом. О. О. Хоть что-то я поймал. Нет, ничего не поймал, все он поймал. Привыкаем к новой действительности. От дизастер я скажу, что я еще раз повторяюсь, у меня не поменялась статистика. То есть такое ощущение, что все умные и сообразительные остались именно... все умные и сообразительные это мои подписчики. Я не шучу. Я вот периодически психую, выгружаю стату, потом удаляю, потому что последний тип вообще писал ненормальный какой-то в комментариях. Зорн. Про это тоже писать здесь нельзя. А-та-та. Хотя, подожди. На секундочку. А DPI можно вспоминать или нет? Или только другие 3 буквы нельзя? Подскажите, пожалуйста. Да, это похоже на стёб, типа, тебе недостаточно плохо, давай еще YouTube поблочнем, чтобы ты не мог развлекаться. Будешь смотреть ОРТ, на который просто бешеное количество рекламы, потому что это приносит нам деньги. И все. И все.
Потому что на YouTube много дурачков. А сколько дурачков не на YouTube, да? Дизастер, я не шучу, я говорю, я смотрю у всех, не, у меня есть проседание, но оно такое в рамках погрешности. То есть я не скажу, что там он сколько, на 20%, 20% от него осталось, если вообще что-то осталось. Но вот у меня ощущение, что меньше стало просмотров на процентов 7. Зорн, да все норм, я не знаю просто, я же говорю, я поэтому и спрашиваю у народа. Если бы я был в курсе. Слишком много законов выходит, я не успеваю понять даже, как что должно работать. Законотворчество уровень бог просто. Просто генератор идей по поводу всего. И даже по поводу того, чего нет, все равно генератор. Но самое прикольное, да, это налог на блогеров 3%, а потом перекрыть блогерам кислород. Не, конечно, налог норм, окей, но они понимают, что теперь останется 5% блогеров от 100 после блокировки YouTube. Я не шучу. Ну, то есть, в лучшем случае, они реально добили индустрию. То есть, у нас была самая крутая индустрия в плане блогинга, теперь ее нету. Что по температуре? Ну, вот он, 44-25, не критично. Не знаю, я себя, наверное, психосоматикой успокаиваю. 41. Ну, не 44, не 45. Нет, нормально можно играть. 40, 43. Нормально можно играть. Самый прикол, через минуту покажу, и, в принципе, можно заканчивать этот банкет. Завтра, единственное, 3 раза антуту еще раз проведу. Так, тихо. А, еще сейчас мы разыграем Poco X6 Pro. 5 секунд. Ну, через минуту где-то, 30. Было 44, стало 25. Ну, 24, скорее всего, станет. А, подожди. А сколько было процентов у нас? Кто помнит? Дизастер, спасибо. Я говорю, мне кажется, что вот два момента. Первое, можем поговорить спокойно. Понятно, что в какой-то форме ты словами, мыслями прикасаешься к каким-то проблемам. Ну вот опять же блокировка тьюба. Ну это такие мелочи все. По сравнению с тем, что творится в мире. Мелочи жизни, я бы сказал. О, дождик пошел. Марк Твен, там в описании под любым из роликов на основном канале есть условия. $35, 25. Ну, 20% в час. Тепленький, тепленький, но не критичный. Еще вспоминаем, что здесь есть беспроводная обходная зарядка. Рок 20%. Ну, в общем, во всем 20% в час можно считать. Ну так интересно, он везде, получается, 20% ест. Прикольно. Зигзарк. Ну, человек не был на канале никогда. Напоминаю, Марк Твен. У нас есть основной канал Польза.нет. Там 487 тысяч подписчиков. А есть еще лайв-канал. Там 45 тысяч. А вот этот у нас резервный, где можно накосячить, чтобы его можно было блокнуть, закрыть, еще что-то с ним произойти. Так, все, да. За 700 норм. За 700 баксов вообще волшебный смарт. И 930 люксов, как в аптеке. Да, конечно, с ROG Phone 8 нет смысла переходить. Согласен на 100%. 5 секунд.
Сейчас я подготовлю к розыгрышу. Я пометки себе делаю. Скажи, 21 век, а я печатаю в пометках, а не аудио. Так, остались самые-самые. Я не знаю, остались все мои, все мои подписчики. Или, ну да, наверное, подписанные, люди, подписанные на мой канал, остались в YouTube. Ничего не поменялось. Так, и 5 секунд. Рандомайзер. Так, Лиза Унер. Хорошо лежит, мне нравится. Ну, не идеально. После, наверное, IQ 13. IQ 13 покомфортнее. Но неплохо. С чехлом большой будет, толстенький. Не маленький вообще. Так, продолжить. Рандомайзер. Так, случайное число Google. Евгений, вам спасибо за то, что пришли и интересуетесь гаджетами. Так, и понятия не имею, как я сейчас это сделаю, но как-то сделаю. Продолжить. Случайное число. Все. Так, у нас было в ноябре, получается, 30 обзоров. Сейчас я включу. Наверное, вот так. Не знаю, как это сделать, но сейчас сделаем все. Наверное, я буду держать смартфон. Наплевать вообще. Так, опа. Не понял, почему у меня не сработала камера. Но вот сейчас она сработала. Так, здесь у нас 30 роликов. 28, то есть 28 ноября. Смотрим. 28 был Vivo X200 Pro Mini. Копируем Lisa on Air Giveaway туда. Без разницы куда. Сюда можно. Сохраняем. Сейчас все увидите. Самый важный момент увидите. И ссылка на пост. Вставить. Старт. Развлекалово такое, да? Так, кстати, кто-то придумал рандомайзер, да, круто. Хотя через него вроде бы кто-то уже слишком близко. Так, нет подписки. Еще раз. Раньше можно было просто покрутить. PC, ну, если ты коммент хоть какой-то оставляешь, тебе огромное спасибо. И я прекрасно понимаю, да я даже сегодня не говорил, что у нас будет розыгрыш. Спасибо, что сидите, смотрите на это дело. Нет подписки. Во, можно еще раз крутануть. Нет подписки. Нет подписки. Список с подписок скрыт. Хватит топить яблоки уже. Вот. Топить за яблоки. Алексей Грегов. Грег Дой. Так. Сейчас я единственное... Стоп. Для связи есть тут. Еще. Есть телега. Так, сейчас я проверю телегу. Если все будет окей, то тогда мы с вами человека поздравим. Если не окей, то не поздравим. Будем надеяться, что поздравим.
Гридой, гредок. Гредок. Угу. Нету. Очень жаль, но человека нету в подписках. Сейчас покажу вам, как это делается. Для интереса. Подписчики не найдены. Пользователи не найдены. Так что мы еще раз крутим. Гридок 87 отсутствует. Список скрыт. Список. Опа. Иван Терехов. Думаю, что это а-ля спам аккаунт, но не факт. Терехов. Просто, может, народ думает, что я не проверяю это дело. Но очень наивно с их стороны. Проверяю. Есть. Вот он есть в подписках. Все. Комментарий, пусть и не особо осмысленный, но осмысленный. Мне пишет, кстати, 20% осталось заряда на айфоне. Но, опять же, сколько мы уже стрим ведем? 2 часа. Хорошо он отработал. Так. Сейчас я ему напишу, пока я не забыл. 3D-печать зубных протезов. Сейчас. Так интересно, чем народ только не занимается, да? 3D-печать зубных протезов. Выход. Все, можно... Google сейчас... 5 секунд. Ладно, потом найду. История, показать управление аккаунтом. Так, не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Я видел личку. Сейчас я еще раз посмотрю. Что ты хочешь, чтобы я прочитал? +1 геймер. Да, мы уже разыграли. Ты имеешь в виду, человек, подписчик Польза, просил, чтобы я вам показал лого. Кому нравится, ставим плюсик. У меня есть знакомая, которой нравятся индусы. Мне кажется, если я поставлю эту аву, ей понравится. Хотя, может, я и не прав. Может быть, я и не прав. Может, и не понравится. В телеге какой именно должна быть подписка? Ну, в каждом обзоре. YouTube канал Польза.нет. Любой обзор посмотрите, пожалуйста. Вы все узнаете. Все. Везде узнаете. Артем. Артем, сейчас я тебе разблокирую. Тебя же блочили по какой-то причине. Зигзаг плюс. Кастро, вам огромное спасибо. Да, кто-то Артема вынес. В лайве я тебя разблокировала, в основном потом.
Все, мне и iPhone устал. 20% сказал, все, до свидания. До свидуля. Сейчас я его поставлю на зарядку чуть-чуть. Вот. То есть, польза, я могу воспользоваться твоей аватаркой? Как-то некорректно. Хочешь, чтобы я ей воспользовался? Дукат, да может еще завтра вертикалку я погоняю Рокфон. Может вот он остыл полностью, кстати. Прикиньте, как он быстро остыл. Вообще моментально остыл. Я люблю Рокфоны. Хотя вот эту красную точку постоянно хочется стереть. 24%. Монзер. Спасибо за стрим. Так что бы я ни говорил, я говорю, вот я почему с вами спорю? В первую очередь из чувства противоречия, а во вторую, ну вот тест прошли, все, тесты прошли, все, теперь можно делать выводы. Смарт огонь. 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 Вот. Мое мнение. У вас может быть какое-то другое. Но погонять вантуту мне интересно будет завтра. Вертикалку ждите, быстро включу. И пообщаемся, может, о чем-нибудь. Девайсу от меня однозначное да. Пока в обзоре будет подробней. Нереальный плюс. PC, Ducat, Castro, Monzer. Польза, ты не ответил. Что спасибо, это я. Я могу использовать твою аватарку или нет? Его на Global шить можно? А зачем? По-моему, нет. Ханапи, Спин, Красава. Красава, у тебя круто, что Рог, тебе не надо его обновлять. Говорю, на 8-й помню, я его гонял, он вообще был очуменным. Света, Ник Либра, Диана, Спин, Universal, Спокойный человек. Доброй ночи, дамы и господа. Зигзаг, и ты добрый. Тебе доброй ночи. Главное на связи. И главное есть интернет. Где-то его даже и нет. Вот. Всем добра. Огромное спасибо, что пришли. В следующем будем гонять либо Neo 7, либо Vivo X200. Не знаю, почему мне Vivo X200 интересен. Хотя, по идее, должен был бы Oppo быть интересен. Вот так. Такая вот матрица у меня в голове. Все. Добра.